Привет всем! Меня зовут Ярослава. На этом канале я говорю, как учить русский язык. И сегодня я думаю, что это самое интересное видео и самое важное видео про русский язык. Какие имена у кошек в русском языке? Прежде всего, подпишитесь, поставьте лайк и напишите, как зовут вашу кошку. Мне очень интересно, какие самые популярные кошачьи имена в других странах, на других языках. Прежде всего, когда я была ребенком, я часто слышала, что имя кошки должно быть коротким, то есть это должно быть 2-3 слога, и там должны быть звуки м, р, потому что так разговаривают кошки, и они смогут понять, когда их зовут. И СЦЗ — это звуки мышей, и кошки охотятся на мышей, поэтому они легко запомнят это имя. Наука говорит, что кошкам все равно, но во всех популярных кошачьих именах есть эти звуки. Если мы говорим про мальчиков, я думаю, что самое популярное имя — это Мурзик. Во-первых, там есть это мур, как разговаривают кошки, и это слово мурзиться. Сейчас так никто не говорит, но мурзиться — это означает рычать, ворчать. Все мы знаем, что кошки очень любят поморчать. Еще есть популярное имя — это Барсик. Барсик происходит от существительного барс. Это животное, похожее на тигра, на пантеру. В общем, и коты тоже похожи. Поэтому Барсик. Еще есть Марсик. Это уже от слова Марс. Мурзик, Барсик, Марсик. То есть в мужских кличках есть часто этот суффикс «ик». Для девочек-кошек есть популярное имя — это Мурка. Потому что кошки мурчат, мурлыкают, издают ласковые звуки. Мур-мур-мур. Кстати, русские кошки говорят мяу, и русские кошки говорят мур. Очень часто животных называют человеческими именами. И для кошек популярные имена — это Васька, от Василий, Сёма — это Семён, Кузя, Кузьма, Ваня, Иван и Борис. Была реклама с котом Борисом, мне кажется, поэтому тоже. Если мы говорим про девочек, то это, например, от имени Маша, Мария. Это очень популярное имя в России. И кошку можно назвать Муся, Машка. Или можно назвать Туся. Это от имени Наташа, Наталья. И еще Соня. Соня — это имя София, Софья. Часто называют животных потому, как они выглядят. Правильно? Часто имена — это Дымка или Дымок. Потом называют Пушок. Это для пушистых котиков. Персик. Персиковый цвет. Снежок, Снежка, Снежинка. Если кошка белая. И абрикос. Очень много фруктов. Да, назвать. Если этот котеночек очень маленький, то могут назвать Мася, Масик, от слова маленький. Буся, Бусик, потому что Буся и Бусик — это от слова бусинка. Бусинка — это вот, например, нос бусинка, глазки бусинки. Конечно, это не все имена. Часто называют шуточно, например, шерсть или мышь. Одно имя официальное, а другое имя, когда на вас будет в 5 утра. И, пожалуйста, напишите мне, как зовут вашу кошку, потому что я хочу знать, как зовут всех кошек в этом мире. Все, всем пока, увидимся на следующей неделе.